Всем привет! Сегодня будет одна из ваших любимых рубрик, в которой мы повторяем еду из фильмов и мультиков. Сегодня я собрал для вас самые простые рецепты, которые сможет повторить каждый. Поехали! А сейчас просто крик души. Недавно я купил себе iPhone XS Max, просто в обычном магазине техники. И в этот же день менеджер отправляет мне на рекламу сервис e-каталог. Я захожу и чисто ради интереса забиваю в поиске свой iPhone. И просто начинаю накидывать себе фейспалмов от того, что я переплатил за iPhone, внимание, 11 тысяч. Здесь собраны все магазины, и вы можете выбрать нужный вам товар по самой выгодной цене. Просто нужно выбрать свой регион. Если с товаром не определились, то товары можно сравнить, посмотреть видеообзоры и почитать отзывы покупателей. Также можно выбрать цвет. Мне нравится золотой. В общем, e-каталог супер полезный, пользуйтесь и не повторяйте моих ошибок. Ссылка в описании. Итак, первое блюдо — это апельсиновый джем тети Люси из фильма «Паддингтон». Мармелад. В одном сэндвиче достаточно витаминов и минералов для медведя на целый день. Вот это да! И тетя Люси готовит его даже лучше, чем путешественник. И как вы уже поняли, для джема нам нужны апельсины. Ровно 1 килограмм. Берем один апельсин и с помощью терки стираем с него цедру. Когда стерли всю цедру с каждого апельсина, перекладываем ее в толстую миску. А сами апельсины сначала разрезаем пополам. После чего нарезаем на небольшие кусочки. Косточки, конечно же, убираем. Пересыпаем нарезанные апельсины в ту же миску. Для кислоты возьмем лайм. Покатаем его, разрежем и выдавим сок. Включаем плиту и ставим на нее кастрюлю. После чего с помощью погружного блендера все это измельчаем в пюре. На 1 килограмм апельсин всыпаем полкилограмма сахара. Перемешиваем и на среднем огне варим примерно минут 5. Затем делаем минимальный огонь и накрываем кастрюлю крышкой. Пусть оно себе варится. Но не забывайте, каждые 15 минут нужно перемешивать. И спустя час все готово. Получился густой апельсиновый джем, который мы перекладываем в банку. Накрываем крышкой и прижимаем ее. Теперь все это можно удобно хранить в холодильнике и постепенно подъедать с чаем. Но Паддингтон все это ел в виде сэндвича. Поэтому берем хлеб для тостов, открываем и также открываем банку с джемом. Набираем ложку джема и размазываем по ломтику хлеба. Накрываем вторым куском хлеба и сэндвич готов. Попробовав его, становится понятно, почему Паддингтон его так сильно любил. Он очень вкусный, и из-за огромного количества углеводов им очень быстро наедаешься. Второе блюдо — это тако из мультика Турбо. И первое, что мы сделаем, это соус гуакамоле. Для этого нужна кинза, лайм, помидоры, лук и авокадо. Проходимся ножом вокруг авокадо. Проворачиваем. Втыкаем пятку ножа в косточку и убираем ее. И теперь мякоть вычищаем столовой ложкой. Сразу же покатаем лайм и выдавим из него сок, чтобы авокадо не потемнело. Далее нарезаем небольшой пучок кинзы. Сыпаем ее в тарелку с авокадо. Помидорки черри, тоже нарезаем их очень мелко. Ссыпаем. У лука обрезаем хвостик и корень. Затем напополам и снимаем шелуху. Остается нарезать мелкими кубиками. Тоже пересыпаем в миску. Открываем и капаем пару капель табаско. И добавляем соль. Теперь с помощью пресса для картофеля превращаем все это в однородную массу. На этом гуакамоле готов. Также нам нужны овощи просто для начинки. Нарезаем лук полукольцами, огурцы кружочками и помидоры тоже кружочками. Также будет нужен салат. И переходим к самому вкусному — мясо. Ну или вернее говяжий фарш. Открываем его и отправляем на горячую сковородку. Подсаливаем его. И так как еда мексиканская, нужно добавить остроты. Поэтому в ступку пересыпаем перец. И размалываем. Всыпаем фарш и обжариваем еще пару минут. Остается последний этап начинки — это бобы. Мы взяли сразу в томатном соусе, чтобы можно было не добавлять кетчуп. Открываем банку. И наконец-то переходим к основе нашего тако. Открываем тортильи, и изначально они слишком мягкие. Поэтому отправляем на сковородку и с каждой стороны прогреваем примерно секунд 15.
Не больше, иначе перегреете и получите сухарь. Осталось закрепить ее в нужном положении, и после остывания она в нем и останется. Итак, все продукты готовы, можно собирать на штака. Первый слой в тортильи – это фарш. Затем лист салата. Столовая ложка бобов. Набираем и размазываем соус гуакамоле. Выкладываем помидоры. Огурцы. Можно еще лист салата и полукольца красного лука. Все, тако готово. И за счет того, что мы взяли маленькие тортильи, его более-менее удобно есть. Я думаю, никто не сомневается, что это супер вкусно. Поэтому, если вы еще не пробовали тако, то обязательно приготовьте, это просто. И остается повторить последний рецепт из мультика, название которого я забыл. В детстве я его смотрел, и там делали банановое мороженое. И самое странное, что как все это готовить, я помню, а вот названия мультика нет. Но тем не менее, для самого вкусного мороженого, по моему мнению, нам понадобятся бананы. Отрываем их и очищаем. Берем деревянные шпажки и насаживаем на них бананы. После чего отправляем в морозилку на 6 часов. Как только они замерзли и стали как камень, можно топить шоколад. Но для начала его нужно открыть и поломать на кусочки. А растапливать уже будем в толстостенной кастрюле. Когда шоколад стал жидким, нужно сделать обсыпку. Для этого берем орехи и просто измельчаем их ножом. Итак, покрываем банан шоколадом. Отряхиваем лишнее, просто побив об бортик кастрюли. Остается обвалять в орехах. Готово. За счет того, что банан у нас супер холодный, шоколад сразу схватывается. И получается, что мороженое можно сразу есть. Несмотря на простоту приготовления, это одно из самых вкусных морожен, которые я когда-либо ел. Оно супер фруктовое и неприторно сладкое, прям как я люблю. Вот что, а мороженое на лето приготовить стоит. Тем более можно сделать сразу штук 20 и есть их на протяжении месяца. Но если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. Как только набираете 200 тысяч, делаем для вас новую часть. Также не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока! Но ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка.